Друзья, Даниил Медведев. Даня, я тебя поздравляю с победой, классный Спасибо. матч, но нас всех очень беспокоит твое плечо. Ты брал медицинский тайм-аут, как плечо себя ощущает сейчас? Да ничего страшного. Опять же, это такой вопрос все время, когда берешь медицинский тайм-аут, особенно после выигрышного тайбрейка, когда ты следующим подаешь, знаешь, что не факт, что это тебе поможет, но почувствовал небольшую, скажем так, боль или как даже дискомфорт, да. И понимал, что вдруг 3 сета, и тогда лучше сделать сейчас, чем делать это там после второго сета. И, конечно, потом вышел подавать, и вот первый гейм так и заново как бы размять плечо, ритм потерял немного, первые подачи не попали, проиграл брейк, начал думать, правильно ли я взял этого физио, но, в общем, в сумме ничего серьезного. Матч выиграл, поэтому ничего страшного, и с плечом все будет нормально. Тебе не привыкать общаться с арбитром, но сейчас ты по другую сторону был. Стефанос долго общался очень с рефери. Как не выпасть вот из фокуса? Как вот это внимание не потерять? Ну, во-первых, это действительно очень редко, что я жду, когда кто-то общается с арбитром. Обычно это совершенно наоборот. Но именно поэтому я знал, что это как раз-таки не просто, потому что часто, когда ты общаешься с арбитром, как это делал Стефанос, есть два варианта. Или это тебя сильно, как бы, ты теряешь концентрацию, играешь хуже, или наоборот, это тебя заводит, то есть ты считаешь, там, что арбитр против тебя, все против тебя, и ты начинаешь играть круто из-за этого. Поэтому я просто знал, что нужно сейчас собраться, постараться хорошо подать, то, что я делал весь матч. В принципе, это самое главное, потому что, опять же, тут самое главное брейки. И я смог это сделать, и дальше смог как бы это использовать уже в свою сторону, наверное. А ты в такие моменты вообще слышишь, что человек говорит? Нет, я сейчас не слышал, они не особо, мне кажется, громко разговаривают, микрофоны слышно, поэтому я не слышал ни слова, я на самом деле прочитал потом, о чем они говорили. Считаю, что у них такая смешная дискуссия была. Ну, как это и бывает, это во время матча мы все заводимся, и поэтому иногда из этого выходят смешные дискуссии. Ты сейчас используешь соцсети на турнире? Вообще заходишь в них? Почему спрашиваю? Потому что Стефанос вчера очень красиво и комплиментарно про тебя говорил, что он тебя сейчас очень уважает, что весь конфликт исчерпан, что он был неправ. Ты вообще, когда пробегаешь по соцсетям, пробегаешь ли, ты видел это? Да, я стараюсь иногда меньше, и когда начинается футбол, я очень много читаю про фэнтези, и потом меня затягивает, и я начинаю вот это, как называется, скроллить. Да. Вот ты скроллишь, господи, и потом пытаешься себя остановить. Поэтому все я это читал, но мы со Стефаносом уже, я считаю, какое-то время, уже, наверное, больше года нормально как бы друг к другу относимся. Там, я уж не знаю, здороваемся и, в принципе, уважаем друг друга, и там как игроки, и как люди. Поэтому, как бы, скажем так, я ничего нового не прочитал, было, да, в каком-то смысле приятно. Я его тоже очень уважаю как игрока, и да, соцсети иногда смешные, иногда не очень смешные. Последний вопрос, отпускаю немножко про мод, Дань, прости. У Лакоста было невероятно кампейн вместе с Новаком, фантастика, у вас один экипировочный спонсор. Ты выбираешь себе как-то форму по цвету, потому что Новак старается, как он сказал, под цвет корта даже выбирать. Ну, я скажу так, я не знаю, как это у Новака, у меня это больше как совместное, но, опять же, я не дизайнер, то есть они просто знают, Лакост, что если что, они могут меня спросить, какой мой любимый цвет, или там, какой цвет сейчас мне нравится. То есть, в принципе, все цвета, которые они мне делают, это цвета в основном, которые мне нравятся, потому это что... голубой, синий, да, изначально, но вот под корт, да, голубой, синий мне нравится, зеленый, действительно, красный. То есть красный не мой любимый цвет, но тоже мне хорошо идет. И, в принципе, если вот быть честным, я не помню, наверное, за последние... Да, может, даже никогда, но, может, 1 или 2 раза была какая-нибудь футболка, когда я так смотрел потом фотографии с корта и думал, ой, может быть, она мне не подходит. А так, в основном, все, что они мне делают, мне кажется, нереально классно смотрится, выглядит и все в этом духе. Поэтому я не дизайнер, я не мода, но если... ко мне придут за советом, я что-нибудь доскажу. И самый последний, мы были влюблены в твои кроссовки, которые как галоши выглядели. Ты видел эти мемы вообще? Потому что там и балетные тапочки были, или и галоши. И как вообще они появились у тебя? Я видел, но опять же, это как бы Лакост больше выбирает, и мне кажется, что у них крутые по дизайну кроссовки. И даже это сначала, мне кажется, люди как бы немножко, может быть, даже смеялись, но это как иногда... Я очень помню давно, когда у меня был контракт с BMW, я разговаривал с одним из главных людей в России, и мы разговаривали про новую М4, по-моему. Я даже сам сказал, я говорю, вот непонятно по видео, вот, как будто не нравится. Он говорит, а это хуже всего,
если когда же выйдет машина, она всем понравится. Она еще на дорогах не будет, она уже всем надоест. Сначала она должна не нравиться. Потом она появится на дорогах, люди будут смотреть, думать, ну, вроде даже лучше, чем мы ожидали. А потом она начнет всем нравиться. Ну, вот тут, мне кажется, было примерно то же самое. Сначала все смеялись, а потом я уже начал видеть, как все их обожают, эти кроссовки, и как это, типа, круто выглядит. Спасибо большое, мы тебя отпускаем. Друзья, Даниил Медведев.